от пациента. В 2016 году в ФНКЦ ФМБА была удалена грыжа L4-L5. В 2018 году случился рецидив и был вставлен имплант. В июне 2025 года начали отниматься ноги. Всю ночь не смог ходить и даже встать. Поехали в больницу, там сделали КТ, сказали, что с имплантом все норм. Больше по КТ ничего не сказали. Обратился к хирургу, который вставлял имплант. Сделал МРТ. И нейрохирург увидел грыжу на более высоком позвонке. Говорит, что нужно удалять. Из-за этого, по его предположению, пережимается нерв и ноги отнимаются. В расшифровке МРТ в месте, где мы его делали, протрузия. Приложила всю папку с МРТ и КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 59 лет, дата исследования 8 июня 2025 года. Область исследования – поясничный отдел позвоночника. С анамнезом ознакомлен. При мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии исследования использованы построения в аксиальной, корональной и сагитальных плоскостях, выполнены трехмерные реконструкции. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Сформирован левосторонний сколиоз до 6 градусов с вершиной в L4-L5. Поясничный лордоз сглажен, дугообразные изменения вертикальной оси позвоночника не выявлены. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении, сформированы массивные краевые остеофиты, длиной до 15 мм. В сегменте L4-L5 установлен кейдж, межостистый фиксатор позвоночника. Положение их правильное, деструкции прилежащей костной ткани нет. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Поперечные отростки L5 увеличены, справа сформирован дополнительный сустав с боковой массой крестца. Заключение. КТ-картина состояния после оперативного лечения, установки кейджа диска L4-L5, дегенеративно-дистрофических изменений, левостороннего сколиоза первой степени поясничного отдела позвоночника, сакрализации L5 тип 2 апокостелив. Рекомендована консультация нейрохирурга. 25 июля 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. С имплантами действительно все в порядке, они правильно установлены, деструкции прилежащей костной ткани нет. Грыжи на КТ не видны толком, в этой ситуации основной источник информации – МРТ.